Вы когда-нибудь задумывались, с каким новым испытанием столкнется Ту Тиен, которая пережила столько взлетов и падений в 16-м эпизоде? Утром небо было мрачным, серые облака полностью скрывали вершины гор. Джек сидел за чайным столиком в гостиной, просматривая проект моста, который планировалось запустить на следующей неделе. Он нахмурился, читая предупреждения о влиянии погодных условий. Последние аномальные дожди задерживали выполнение многих этапов, и если не пересчитать все тщательно, опоздание было неизбежно. Его мать наливала теплый чай и ставила чашку перед ним, глядя с нежностью и одновременно с легким упреком. «Главное, не забывай заботиться о своем здоровье. Ты в последнее время часто болеешь». Джек тихо улыбнулся и отложил кипу документов в сторону. Он сказал, что из-за частых перемен погоды нужно ценить каждый день, особенно на таких объектах, как мост, перекинутый через ручей. Мать кивнула и, словно вспомнив, спросила: «А как дела у Ту Тиен? Все ли у нее в порядке?» Джек мягко улыбнулся. «Все хорошо, мама. Она уже привыкла к ферме, каждый день занимается уборкой, сажает растения и даже занимается животноводством». Услышав это, его мать облегченно кивнула, добавив, что если место будет безопасным и поможет ей жить спокойно, она полностью поддержит его, а также попросила купить еще несколько необходимых вещей и, если получится, сводить ее с собой, чтобы она могла однажды навестить Ту Тиен. В то же время на небольшом участке, где жила Ту Тиен, новый день начинался еще до восхода солнца. После того, как она умылась холодной родниковой водой, она собрала волосы под шарф, засучила рукава и вышла в сад. Она взяла веник и принялась подметать двор, собирая мусор и подбирая упавшие ветки после ночного дождя. В последние дни она подстригла забор, посадила несколько новых растений, амаранта и китайскую капусту. Двор перед домом постепенно преображался. Теперь здесь появлялись аккуратные чистые участки, а не хаотичная груда земли, как в первые дни ее пребывания. У Ту Тиен было немного вещей. Все в доме от мини-газовой плиты до набора легких одеял доставлено Джеком. Но она ценила каждую вещь, хранила их с особой бережностью, ведь не хотела, чтобы кто-либо еще приходил и заботился о ней. Каждая сэкономленная копейка шла на то, чтобы стать самостоятельной. Купить семена, отремонтировать навес или отложить деньги на замену газового баллона. После уборки в саду она пошла брать воду из резервуара для уборки дома. Пот пропитывал ее рубашку, но на губах все еще играла легкая улыбка. Никто не заставлял ее, никто не жалел. Все, что она делала сегодня, было ради новой жизни, о которой она мечтала. Когда она подняла глаза и увидела, что виноградная лоза начала цвести, в ее сердце зародилось странное чувство покоя, которого она так долго не испытывала. То утро дождь моросил, и Ту Тиен была занята прополкой в саду, когда к ней подошел Джек. Он был в белой рубашке, в защитной каске, с зонтом и маленькой сумкой в руках, и спросил, не хочет ли она присоединиться к нему на благотворительную акцию по стрижке детей из горных районов. Ту Тиен замялась. «Я никогда не стриглась. Боюсь испортить прическу детям». Джек улыбнулся и мягко сказал, что ему вовсе не нужно, чтобы она стригла, достаточно просто быть рядом, помогать завязывать волосы, раздавать подарки и убирать оборудование. И этого будет вполне достаточно. Ту Тиен ничего не ответила, но ее глаза засияли, и она кивнула. Фургон Джека мчался по красной грунтовой дороге, скользкой от ночного дождя. Они прибыли в небольшую школу, где с самого утра была установлена временная навес. Под навесом были аккуратно расставлены несколько пластиковых стульев. Из-за дождя детей пришло немного, но программа все равно шла по плану. Джек вместе с волонтерами начал стричь детей, а Ту Тиен суетливо расставляла стулья, приглашая малышей занять места. Дети были застенчивы. Одни плакали, другие боялись боли. Ту Тиен деликатно завязывала волосы у каждой девочки, аккуратно причесывала их и прибавляла маленькую заколку. Каждое ее движение было нежным и заботливым, словно она сама лечила свои раненые воспоминания. Одна 6-летняя девочка тихонько сказала: «Ты так красиво завязываешь волосы, спасибо тебе». Ту Тиен замерла, ее руки ненадолго остановились, и в тот миг внутри нее воцарилась тишина. Маленькое благодарственное слово, как лучик солнца, проникнуло в самое холодное место ее сердца. Она не ожидала, что такое простое дело заставит ее почувствовать, что она больше не невидима. Взирая на доверчивые взгляды детей, она ощутила свою значимость. Поняла, что ее присутствие на этом свете имеет смысл. Днем все волонтеры собрались под навесом, где они делили еду, упакованную в ланчбоксы. Джек тихо спросил: «Вам нравится?»
И Тутиен кивнула, ее глаза блестели от радости, которую она пыталась скрыть, хотя на самом деле радость была куда глубже. По дороге домой Джек пообещал, что отремонтирует электроснабжение в ее доме и доставит еще необходимые вещи. Тутиен сказала, что ему не стоит слишком беспокоиться, она справится сама. Джек лишь улыбнулся. Он не делал это из жалости, а потому что видел в ней что-то поистине прекрасное женщину, которая тихо поднимается с колен после всех испытаний, которые ее сломали. Потом он ушел, оставив после себя благодарный взгляд девушки, которая когда-то потеряла всякую веру в жизнь. После благотворительного мероприятия Джек и Тутиен зашли в небольшое заведение на рынке, чтобы поесть бун. Заведение было простым, всего несколько деревянных столов и стульев, но уютным и многолюдным. Тутиен все еще немного стеснительна, когда идет с Джеком в многолюдное место, хотя теперь ей привычно его присутствие в повседневной жизни. Джек сел напротив и, пока они ели, рассказывал о своем первом участии в акции бесплатной стрижки для детей. Тутиен внимательно слушала, время от времени улыбаясь. После еды он сказал, что у него есть небольшие дела, и затем повел ее к маленькому прилавку у края рынка. Он вынул 2 рубашки, одну белую, одну нежно-голубую, и тихим голосом сказал: «Купи это, для тебя. В последнее время я замечал, что ты носишь одни и те же 2 комплекта». Тутиен покачала головой, смущенно отвечая, что она уже получила от него много вещей и что с одеждой ей не так уж много нужно, однако Джек уже давно давал ей деньги на покупки. Новая рубашка сидела идеально, ткань была мягкой и гладкой. Она вышла из примерочной, и взгляд Джека, устремленный на нее, заставил ее замереть. Он не сказал ни слова, лишь улыбнулся, а Тутиен опустила взгляд, легонько держа за подол рубашки, и тихо сказала: «Я постараюсь вернуть тебе деньги. Не потому, что ее кто-то заставляет, а потому, что она хочет суметь сделать что-то самостоятельно, чтобы потом с гордостью поблагодарить его». В тот же день вечером Джек отвез Тутиен на объект строительства моста. По дороге он сказал, что работы уже выполнены более чем на 70%, но из-за неблагоприятных погодных условий необходимо ускорить темпы строительства до наступления сезона поводков. Тутиен внимательно наблюдала за ручьем внизу, где для местных жителей были временно установлены доски для перехода, а рабочие в спешке трудились, проливая пот под палящим солнцем. Джек сделал обход для проверки и поспешно отвез Тутиен домой до наступления темноты. У ворот, когда она собиралась попрощаться, он взял ее за руку, нежно, но решительно, и сказал, что не хочет, чтобы она всегда держалась на расстоянии. Он хочет знать, о чем она думает, что ей нужно. Он не ожидает ничего взамен. Он лишь надеется идти с ней рядом, будь то на короткое или длительное время. Тутиен посмотрела на него. Глаза ее немного налились слезами. Она не ответила сразу, но ее легкая улыбка стала тихим и нежным согласием. Затем она вошла в дом, оставив Джека стоять снаружи. В душе он почувствовал облегчение и одновременно продолжал ждать не из-за каких-то обещаний, а потому что верил, что она когда-нибудь откроет свое сердце, не из-за того, что ее убедили, а потому что ее поймут. Рано утром, когда роса все еще мерцала на листьях, Тутиен накинула на плечо плетеную корзину и шагала по узкой тропинке вдоль леса, собирая листья донг. Она когда-то слышала от старожилов, что у западного склона холма растет большой куст донг с крупными мягкими листьями, которые очень ценятся для упаковки пирогов. Ее шаги были легкими и уверенными, словно она давно привыкла к ритму горного леса. Скоро ее корзина наполнилась, и она сошла в долину, направившись к дому бабы Сюан, специалистки по выпечке, продающей пироги на рынках окрестностей. Баба Сюан, увидев ее, радостно пригласила войти. Листья прекрасные, еще и свежие. Она заплатила Тутиен по 3000 донгов за пучок, всего 45 тысяч донгов. Когда Тутиен вернула излишек в 5000 донгов, баба лишь махнула рукой. Ну что ж, в следующий раз принеси банановые листья, можно сразу и вычесть их стоимость. Тутиен кивнула, глаза ее блестели от благодарности. Сев на мгновение, она разговорилась с бабой Сюан и пожилым мужчиной, обсуждая искусство выпечки, те занятые и радостные дни перед праздником Тет, атмосферу, которую Тутиен никогда ранее не испытывала, но, слушая рассказы, она почувствовала теплое волнение в сердце. Днем, в начале полудня, Джек приехал на ферму, привозя мешок риса, бутылки рыбного соуса и новый светильник. Он немного переживал, ведь долго не слышал о ней. Когда он уже собирался позвонить повторно, Тутиен вернулась, неся с собой немного овощей, купленных на рынке. Он улыбнулся и протянул ей светильник. «Старый уже перегорел, я заменил его». Тутиен удивленно посмотрела на него, не ожидала, что он так внимательно относится к мелочам. Оба вместе принялись за дело.
Джек забивал сваи из бамбука для забора, а Ту Тиен натягивала веревку. Они работали молча, но слаженно. Ту Тиен рассказала о продаже листьев с утра и о том, как баба Сюан предложила ей заняться торговлей в конце года. Джек кивнул и сказал, что если ей понадобятся удобрения или семена, он поможет их доставить. В этот момент раздался телефонный звонок от матери Джека, голос которой был торопливым, и она сообщила о внезапном деле, требующем его немедленного возвращения. Джек взглянул на часы, потом повернулся к Ту Тиен. «Мне нужно сейчас уезжать, но завтра я вернусь и привезу еще материалы для ремонта кухни». Ту Тиен кивнула. Джек сел в машину, но перед отъездом обернулся и увидел ее стоящей посреди маленького сада. Она была рядом с недавно посаженной виноградной лентой. Ее волосы собраны в небрежный пучок, а на ней была простая рубашка с короткими рукавами, взгляд полон решимости. Этот вид заставил его сердце успокоиться. Она действительно начала новую жизнь, и теперь это было не бегство. Поздним вечером в кухне дома Джека атмосфера была особенно праздничной. Мать Джека вместе с Джанг, дочерью его давнего друга, усердно готовили еду для сюрприза дня рождения Джека, который тот никогда не отмечал, и поэтому этот праздник обещал стать настоящей неожиданностью. Они готовили и болтали, время от времени рассмеявшись, не зная, какая реакция ожидает Джека. Затем вскоре присоединился Луан, близкий друг Джека, пришедший со своей девушкой и подарками, а также несколькими сладостями. Вместе они украшали обеденный стол, ставили цветы, расставляли торт, постоянно проверяя телефон, чтобы узнать, когда Джек вернется домой. Как и ожидалось, Джек вошел в дом с удивленным выражением лица, когда взорвалась бумажная серпантин и раздались многочисленные поздравления с днем рождения. Он остановился на мгновение, не понимая, что происходит. В тот момент его сердце будто остановилось. Среди знакомых лиц, за уютным столом, украшенным блюдами, приготовленными его матерью, он впервые почувствовал, что его по-настоящему любят. Его глаза слегка налились слезами, но он все же улыбнулся и поблагодарил всех глубоким, немного хриплым голосом. В разгар веселья вдруг открылась дверь, и Ту Тиен появилась с телефоном, который Джек забыл на ферме. Она немного смутилась, увидев такой шум, и хотела отступить, но мать Джека тут же подоспела, пригласив ее войти. «Входи, дорогая, оставайся и поешь с нами». Ту Тиен кивнула, немного стеснительно, и была представлена Джангу, Луану и его девушке. После нескольких приветственных слов все приняли ее так естественно, как будто она всегда была частью их компании. Джек отодвинул стул для нее и, улыбаясь, сказал: «Садись, для нас найдется место». За время еды Ту Тиен рассказывала о своей работе на ферме, о продаже листьев донг и сборе семян, а также о своем первом участии в благотворительной акции. Мать Джека внимательно слушала, не забывая хвалить ее за усилия, и пообещала, что когда у нее будет время, обязательно приедет в гости. Весь стол наполнился смехом. Джанг рассказывала истории о своей учебе за границей, а Луан шутил, вызывая общий смех. Ту Тиен сидела посреди компании, чувствуя, как ее сердце наполняется легкостью. Впервые за многие месяцы она ощутила, что ее по-настоящему приветствуют. Не с жалостью, не с предубеждением, а просто как полноправного члена семьи. Nơi mà cô sẽ cùng chồng vun đắp hạnh phúc. Nhưng giờ đây giấc mơ ấy vỡ vụn. Người chồng mà cô từng yêu thương đã thay lòng. Người mẹ chồng mà cô từng kính trọng giờ chỉ xem cô như một kẻ ở đợ. Cô bị đẩy vào những công việc nặng nhọc nhất, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng chẳng ai đói hoài đến nỗi khổ của cô. Tử Tiên ngồi thụp xuống bên hiên nhà sau một ngày dài mệt mỏi, ánh mắt vô hồn nhìn ra cánh đồng xa xăm. Cô đưa tay quệt vội giọt nước mắt giọt nước mắt vừa rơi, nhưng giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Cô đã quá mệt mỏi, quá đau đớn, nhưng cô không biết phải làm gì để thoát khỏi cuộc sống khốn khổ này. Ngay cả khi cô có khóc, có đau thì cũng chẳng ai quan tâm. Bầu trời hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc rừng, nhưng trong lòng cô chỉ toàn một màu u tối, không lối thoát.
Trước mặt cô là đàn trâu đang nhẫn nha gặm cỏ. Phía xa là